В очередной наш приезд в Вильнюс мы поселились в этих апартаментах. Очень красивый везде пол. Конечно, удобно, красиво, не скользко, я бы сказала. Сундук украшает, дополняет интерьер. Что внутри? Не будем. Точнее, очень красивый цвет. Которым мы, кстати, пользовались. Вообще, это, как уже понятно, мансарда. Везде будут нас сопровождать вот такие подушки, сделанные из пайеток, которые очень так оригинально смотрится. Наряду с дискотечными шариками. Везде загадочно, кстати, еще переплетаются живые растения с искусственными. Всегда приходится что-нибудь подумать, чтобы убедиться, что еще не делать. Ну, а вот там переходим в ванну. Свет, что тоже было непросто обнаружить, но обнаружили. Примерно через несколько часов после заселения. А так, это, конечно, роскошная ванна. Не просто ванная. Это джакузи. Подсвечивается даже душ. Уж не знаю, каким образом. Как идет свет в душе, из которого льется вода. Стиральная машина, нагреватель, который мы сначала боялись, хватит ли его, чтобы нагреть наши джакузи. Нет никаких проблем. Вода постоянно льется горячая, что приятно. Ну, стена зеркальная, вообще в этом помещении очень много зеркал. Здесь много светомузыки. Светомузыки, свет дискотечный. Очень много зеркал и поездок. Переходим на кухню. Номер у нас двухэтажный с очень красивыми лестницами. Ну, конечно, надо прилагать усилия и соблюдать осторожность, передвигаясь в таких номерах. Ну, с другой стороны, на отдыхе не помешает физическая нагрузка. Пол тоже. Та же плиточка. Люрексовая блестящая подушка. Блестящие, ну, и везде тоже салфетки, а-ля салфетки на столах. Картины тоже нас будут сопровождать во всех комнатах и даже проходах по лестницам. Цветы. Ну, а так кухонька маленькая, в принципе, в ней все есть. Микроволновка, плита, посудомоечная машина, мусор. Окна, ну не все, или все. Все. А там окно, по-моему, заделано, как, я не помню. Но получается, окна выходят в как некий внутренний дворик. И фактически мы видим сквозь окно наше же окно гостиной. Первый необычный, наверное, был сундук. Вот вам, пожалуйста, телефон. Раритет. Меньше раритет. И они. Опять мелкие детали. Добавляем возможность. Ну, несмотря на большие окна, здесь достаточно тепло, много отопительных приборов и греют как
вешен. И вот на этой стене все время боюсь войти туда. Это, естественно, зеркало. Пространство, конечно, расширяет, но обман работает. Вижу себя, а кажется, что ко мне в гости кто-то зашел. Иногда вздрагивает. Ну, это, наверное, с непривычки. Переходим в гостиную. Каминный зал, можно сказать. Лестница на второй этаж в спальню. Телевизор есть. Опять много-много света. Опять те подушки с пайетками. Подушки. Что-то вроде гобелена. Я чуть засмеюсь. Здесь чуть-чуть Венеции добавлена на картине, на шторе. Ну, итальянская тема не отпускает. Второй этаж. Теплый воздух поднимается сюда. Здесь очень тепло. Здесь. Даже, я бы сказала, окошко приходится открывать, чтобы не было даже жарко. Здесь видим башни Гедемина видно. Это как раз то, о чем я говорила в начале, что мы находимся, в общем-то, в центре. Монастырские какие-то стены, здания переделаны под жилые помещения. Башня очень близко, прям вот смотришь. Рядышком. Ну вот, пожалуй, все, да?